А в этом 7-Eleven вместо пончиков хот-доги. 43,50. Здесь и булочки с курицей. Размеры креатина. Ну ладно, это мармеладки. Решил немного покататься, не знаю, как меня слышно. Вот, всякие виды заснять рядом со своим домом. Я даже не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но выглядит бомбово. Сейчас проедем еще дальше. Там, короче, по навигации, там дорога заканчивается. Типа надо будет разворачиваться, ехать обратно. Тут дорога как будто бы заканчивается. И дальше не начинается. Хотя... Да не, бред какой-то. Здесь 1000 лет никто не ездил. Вот там какая-то тропинка, короче, есть в ту сторону. Ну не знаю, я не готов к оффроуду на Honda Beat. Решил я там, где дороги нет. Вот там. Пройтись в эту сторону по тропинке. Ну, походу и она там заканчивается, хотя не знаю. Буду как дурак в шлеме ходить. Смотрите, какая хрюшка большая. Привет. Она гигантская просто. Хрю. А звуки какие? Там что-то мотобайк стоит. Чисто в лес вышел. Очень похоже на какао. Я видел вроде такие плоды. Если нет, поправьте меня. Там кокосики наверху. Как говорится, если вы видите дерево, оно значит чье-то, да? Путь идет наверх. Блин, я там уже байк уже реально прилично далеко так оставил. Просто беру и захожу все глубже и глубже в лес. Интересно, очень интересно. Сразу видно цивилизацию, кто-то провода проводил. Здесь даже лампа должна была быть, по идее. А есть ли она? Нет лампочки. Извините, бюджет не выделен. Блин, здесь реально в этой глуши кто-то живет, офигеть. Вы видели, где дорога? Я от своего байка отошел уже, наверное, минут на 15. И просто иду по вот этой тропинке. Дорог нет. То есть сюда они на мотобайке приезжают. Просто. Я так понимаю, вот это вся их территория. Вот. И здесь они типа, короче, в лесу тусят. Есть какая-то маленькая тропинка туда. Вот, и все. Солнце не так сильно палит. Но его попросту нет практически. Вот. Но вот эти тучи темненькие, вот там особенно, немножко напрягают, конечно. Я думаю, что все-таки будет дождь, но когда? Сегодня он меня точно застигнет, я прям уверен, потому что я собираюсь сегодня очень хорошо покататься. Очень хорошо. Хрю. 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 В теории можно было пройтись, конечно, по вот этой еще недостроенной дороге. Но даже не знаю. Можно. А зачем? Нахожусь в форест-парке. Вот, сказали, что тут примерно километр. Дали мне зонтик, который в шезлонг вставляется. Ай, бой. Это очень смешно. Это вот эти вот, знаете, пляжные зонты. Ну так вот, форест-парк. Такая вот дорожка. Гуляем прямо во время дождя. Очень мало всяких туристов здесь. Я когда заходил, вышло, по-моему, человека 3. А вот сколько зашло, вообще без понятия.
вход 10 песо в копилочку. Немножко впечатление от этой эко-тропы портит то, что вот буквально вот там наверху уже начинается дорога. Вот. И надо постоянно под ноги смотреть. То есть виды отличные, виды хорошие. Но звуки машин, да, немножко напрягает. Вот, когда машин нет, слышно тишина. Никаких машин. Только ты и природа. Вот так вот. Там деревья прямо снизу растут. И вот здесь вот видно только середину их и верхушки. Довольно-таки близко. Особо впечатлительным людям экотропа 100% советую. Особенно, вы не представляете, как свежо после дождя. Вот только что прошел дождь. Вот. Меня даже на входе спросили, типа, вот был дождик, на тебе вот эту палатку, ё-моё. Теперь я хожу с ней как дурак. Дождь закончился практически сразу, как начался. Я дурачок, я сейчас проходил, я увидел вон там пещеру. Давайте попробуем туда хотя бы чуть-чуть поближе подобраться. Как бы не навернуться, потому что дождь прошел. Было бы чем посветить. Опять все тапки в грязи будут. Уже. Даже слышно, как капает. И там кто-то бегает. Кто-то летает. Давайте попробую подсветить. Не знаю, видно вам будет или нет. Ну-ка! Взлетай! Шазам! А вот это очень похоже на конец маршрута. Ну да, сказали, что километр, значит километр. Две руки держат какую-то семечку или какао-боб. Какао-боб. Там какая-то лачуга заброшенная, там еще что-то есть. Через такие тропинки пробираться. Такое чувство, как будто здесь все отсырело уже в течение, я не знаю, скольких-то тысяч лет. Это туалеты, наверное, да? Дверь не закрывается, потому что выломана нахер. Здесь дверь тоже не закрывается, потому что выломана здесь. Не, прикольно. Одной рукой держишь, другой слезы счастья вытираешь. Ну или не слезы. Ну или несчастье. А, ящерку не успел заснять. Немножко подкопченая, видимо, кто-то здесь что-то коптил. За 10 песо это даже хорошо. Это вполне себе полноценный хайкинг. Напомню, что Крабовый остров хайкинг стоил с европейского туриста 200 песо. What here? No, the entrance starts here, this way. Ah, thank you. Hello, good afternoon. So,
I have your ticket. Yeah. I thought you're a girl. Вот оно что, Михалыч! Один сплошной лабиринт. Еще и обрезают. Еще и билет обрезают. Тут без 50 грамм не разберешься. Никто их не кормит. Альбинос или белый карабау. Парни с девочками пришли, и я один такой. А почему у тебя веревка в носу? Вот. Их привязывают. Одну за что-то привязывают, короче. Уточка. Куда я пришел? Объясните мне кто-нибудь. Такая домашняя. Смотрите, вообще ничего не боятся почти. Здесь раньше, видимо, был какой-то аттракцион. Что вот здесь написано бутылки. Заплатите что-то сюда. Здесь, видимо, какой-то раньше аттракцион был. Здесь немножко стафа. А такое снимать можно вообще? Вы поняли, что это такое? Тут надпись: лошади на продажу, 23 тысячи песо. Кстати, это дешево, я считаю. Я считаю, это дешево. Это 23 тысячи песо, это $500. Для тех, кто не видел коз. Их тут полно. И больших, и маленьких. Килограмм. Like me. I 17 kilogram too. Need to try. Try to put in your shoulder. No? Try. No thanks. You touch it first. Дергается. Холодно. So yours. It's cold. It's cold-blooded. She called like sugar because favorite is like sweet fruit. That's why we call sugar. Fruit. Fruits and fresh fruits like banana, mango. Не дышим. Оп, испугалась. У нее как будто несколько пар крыльев. Растение прикольное, причем все это натуральное. Все это натуральное. Видно, что вот, так сказать, цветет и пахнет. Оп, на камеру присела. А здесь нарисованы торсерьеры. Ну вот эти долгопята с большими глазами. А по факту здесь эти товарищи глайдеры.
don't play. Why? Why? Oh, bukta kayo. Todo, patay scratch lang. Bisi kayo. Bunam lang ang kapita. Biasa magkaroon ng alingkon niya again. Suka po ito kamuti. Suka mo ng po ito kamuti, Kloy. Matay lang. Lagi, namak. Si Aling. Ikuan dito dahil. Suka po ito kamuti. Bukan kau gireng. Ayo. Дай бегу не присел. Kamuti niya. Фуфлыжно, сидим. Ну и условия для бильярда, если честно. Ну, видели, да? Стол, сукно, все изодрано. Палки кривые. Ну, сказать, что я в шоке, ничего не сказать, конечно. Холмы гигантские! Я прям рядом с ними. Я не знаю, это, так сказать, не зона шоколадных холмов. Это просто холмики какие-то. Вот. Сейчас там чуть-чуть дальше проеду. Там, по-моему, есть типа а-ля обзорная площадка. Короче, осталось совсем чуть-чуть проехать. Вот такие вот тут поля. Коровки, бычки пасутся. Собаку вижу, там тоже на поле что-то делает. И вот такие большие холмы. Прям наверх нет большого желания забираться, потому что они... Ну, видно, что они такие. Но тут особо не заберешься. Вот, грубо говоря, это камни. Потом раз, еще камни. Ну и потом, в принципе, трава, конечно... Если очень захотеть, можно в космос полететь.